Здравствуйте! В этом видео вы узнаете об уникальном проекте дома Лисья нора. Что же это за дом Лисья нора? Иногда его еще называют полузаглубленный обвалованный дом. Общая суть следует из названия. Полузаглубленный– это значит ниже уровня земли, но не совсем под землей. А обвалованный– это означает, что все выступающие стены и крыша засыпаны грунтом. Проще говоря, это неглубокая яма, закрытая крышей. А также под данное определение может подходить искусственно созданная пещера на склоне холма. И хоть между собой мы называем свой домик землянкой, скорее по старой привычке, все-таки землянка – это другое строение. Землянкой называется обычно дом, который полностью заглублен в землю, то есть крыши находятся на уровне земли. Обычно там минимум света, так как окна сделать практически негде. Лисья нора – это скорее всего земляной холл, который может сооружаться с любым заглублением, а может вообще находиться на уровне обычного дома. Те, кто особо не интересовался темой лисьих нор и землянок, могут подумать, что это такие древние неказистые строения, сырые и темные, в которых и жить-то нормально нельзя. А некоторые скажут, что это вообще домики хоббитов в фэнтезийном романе, что таких домов, мол, нормальной жизни не бывает. Это далеко не так. Изучая историю древних цивилизаций, можно сделать вывод, что землянки и лисьи норы были одними из самых первых строений в мире. В 17 веке на территории нашей страны в таких домах жили старообрядцы, которые скрывались от гонений после реформы патриарха Никона. В современном мире данный тип жилища не просто не забыт, а совсем наоборот. Лисьи норы все больше набирают популярность. Сегодня землянки и лисьи норы активно строят в разных странах, причем с использованием передовых технологий и альтернативных источников энергии. Современные лисьи норы могут быть достаточно большой площади, в них хорошее освещение и здоровый микроклимат. Когда мы с женой взяли этот участок, я рассматривал различные варианты домов, и тема лисьих нор мне показалась очень интересной. Во-первых, я хотел попробовать построить дом так, как строили наши предки, без использования бензо- и электроинструментов. А использовал я топор, молоток, ножовку и, конечно, лопату. Во-вторых, в то время у меня были очень ограниченные финансовые возможности. Но благодаря тому, что я использовал идею лисьей норы, я смог построить дом за достаточно короткий срок и с минимальными затратами. Это при том, что строил я его один. Вы теперь знаете, что такое лисья нора. А в следующем видео я расскажу о конструкции конкретно своего дома, который я спроектировал сам.